Всем привет, друзья! В этом ролике покажу вам сборную модель КамАЗ-4350 от украинской фирмы Armory. Масштаб модели 1:72. Armory выпускает детализированные модели бронетехники, авиации, несколько модификаций КамАЗ, а также автомаркет для моделей самолетов. Ассортимент моделей постоянно расширяется и растет детализация наборов. Ссылку на страницу Armory в Facebook, а также на официальный магазин я оставляю в описании под этим видео. Итак, рассмотрим упаковку. На глянцевой обложке изображение нашей будущей модели, название, масштаб. Модель, как я уже и сказал, разработана и произведена в Украине. На одном из торцов изображение собранного грузовика с разных сторон, и сразу можно отметить высокую детализацию и обилие фототравления. Ну и давайте будем открывать. Под глянцевой обложкой коробка из плотного картона. Внутри сложенная черно-белая инструкция, пакет с деталями. Вижу, детализация здесь богатая. Есть детали из смолы и большая плата фототравления. Действительно внушительное количество деталей, как для 72-го масштаба. Далее цветной вкладыш с информацией о покраске модели и нанесении декалей. Обзор же мы традиционно начинаем с инструкции. Здесь она распечатана на листах формата А4, печать четкая, рисунки и цифры хорошо читаются. Первая страница – раскладка деталей на литниках. Много элементов заштриховано, они здесь не используются, и это, видимо, детали трехосного КамАЗа или же установки «Панцирь». Сборка начинается с кабины и салона, крепление зеркал нам предлагают сделать из проволоки. Здесь же выбор вариантов модификаций. Ранняя кабина с квадратным люком и ветровым стеклом из двух половинок, и поздняя. Цельное стекло, круглый откидной люк на крыше. Далее двигатель и детали рамы. Двигатель и коробка передач здесь смоляные, они дополняются деталями из пластика. Следующие шаги: устанавливается ряд элементов на раму, и здесь я вижу некоторые упрощения в инструкции. Как видите, нет шага, где бы было показано, как эти детали на шаге 16 ставятся на раму. Нужно быть здесь внимательным, но тем не менее все достаточно понятно и при таком подходе. Следующая страница – собираются мосты, бампера и глушитель. Двигатель с рамой в сборе, потрясающая здесь детализация, такая модель запросто даст фору некоторым в 35-м масштабе. Далее завершающие этапы – фильтр, ящики, сборка кузова, установка кабины на раму. И, наконец, собираются канистры, задняя светотехника, и на модель устанавливаются колеса и кузов. Похоже, варианта с поднятой кабиной здесь нет. Далее рассмотрим цветной вкладыш с вариантом окраски и схемой нанесения декалей. Окрас предлагается сделать единственный, зато на него можно нанести самые разные знаки различия и надписи. Это все мы рассмотрим далее на листе с декалями. Кстати, цвета здесь не названы. Определяемся визуально. Переходим к обзору деталей. Как я уже и говорил, комплектация здесь впечатляет. Смоляные шины и двигатель, обширная декаль, плата фототравления. Так что модель намечается очень насыщенная. Первый литник у меня в руках, рама и несколько мелких деталей. Рессоры, мост, карданы. Литье здесь низкого давления, встречается местами облой и стыки от половинок пресс-форм. Ничего критичного я не заметил, все это рабочие моменты, которые легко устраняются. Нумерации на литниках нет, так что сверяемся с инструкцией. Но эта модель стоит того, чтобы с ней повозиться. Рама отлита в одну деталь, ровная, выглядит замечательно. Следующий литник – детали ходовой части, подвески и двигателя. Прекрасная детализация, тем более с технологией литья под низким давлением. Очень нравится, как исполнен радиатор и редуктора.
Здесь же бампер, ресиверы, есть даже детали, отлитые в многоразъемной форме. Далее диски, мосты, подвеска. Диски прекрасно отлиты с внутренней и наружной стороны. На рессорах не обозначены листы, но думаю, этого видно и не будет. Следующий литник с деталями кузова. Здесь все очень хорошо исполнено, поверхность без утяжен, на бортах отлично пролит рельеф. И последний литник – детали кабины и салона. Замечательно пролита вся необходимая детализация, присутствует даже имитация лампочек в фарах. Здесь же облицовка кабины старого и нового образца. Рамки стекол очень тонкие, должно выглядеть реалистично в сборе. Также даны две панели приборов. Поздняя с округлыми формами и повернутой к водителю консолью, и классическая, ранняя. Здесь же еще вижу деталь классического фильтра в виде грибка. На инструкции он не обозначен, но можно сделать при желании. Рассмотрим далее детали из смолы. Здесь у нас двигатель, коробка передач, колеса и канистры. Колеса модели даны под нагрузкой, что придаст большего реализма работе. Прекрасно исполнен протектор, есть детализация на боковинах и даже некоторые надписи. Запасное колесо исполнено на таком же высоком уровне, с той лишь разницей, что оно, естественно, без имитации нагрузки. Следующая деталь – двигатель, отлит в сборе практически со всеми элементами. Очень здорово и подробно детализирован. Наверное, я попробую дополнить его еще проводкой, если проволока не слишком толсто будет выглядеть. Далее коробка передач, и она не менее детализирована. Как по мне, показана детализация до мельчайших подробностей, насколько это вообще возможно в 72-м масштабе. Отдельно в смоле даны несколько дополнительных деталей двигателя. Узнаю здесь турбины. Такой подход Armory действительно впечатляет. Далее прекрасное дополнение. 3 классические 20-литровые советские канистры. Ручки канистры даны из фототравления. Осталось нам рассмотреть фототравление, декали, прозрачные элементы. Плата фототравления не маленькая и здорово дополнит и без того детализированную модель. Здесь у нас брызговики, ящики, дворники, буквы, составляющие надпись КАМАЗ и ряд других мелочей. Ну а отдельную похвалу Armory заслуживает за номера. Здесь их аж 17 комплектов. То есть, приобретая эту модель, вы обеспечите еще 16 своих работ прекрасными фототравленными номерными знаками. Среди номеров есть и крутая пасхалка. Номерной знак с надписью «Свадьба». Очень люблю такие неформальные дополнения. Далее прозрачные детали. На литнике только фары и задние фонари. Тут все достаточно просто, но, кстати говоря, имитация отражателей задних фонарей дана в фототравлении. Стекла модели исполнены в виде прозрачной пленки. Я так понял, это типичный подход в 72-м масштабе. С такой пленкой я еще не работал. Попробуем ее в деле, посмотрим, как себя проявит. И, наконец, декаль. И я вам скажу, что это не просто декаль. Это настоящий вкладыш автомаркета. Вы только посмотрите, сколько же здесь разнообразной символики и надписей. Практически на все случаи жизни. Надписи здесь на русском и украинском языках в белом, черном и красном цвете.
множество обозначений опасного груза, всевозможные таблички, украинские и советские опознавательные знаки. Но не обошлось тут и без юмора. Есть знак с женской туфелькой. Прикольно будет смотреться на какой-нибудь тяжелой машине. Все, даже самые мелкие рисунки четко видны, и надписи хорошо читаются. Кстати, декаль от Декаграф. А это те самые ребята, что делают деки для мини-арт. Так что заранее могу заявить, что качество тут на высоте. Итак, друзья, вот такую модель КамАЗа предлагает Armory. Хочу сказать, что эта модель меня действительно удивила и впечатлила. Очень понравилась детализация в пластике и богатая комплектация. Ожидаю интереснейшую сборку и прекрасную модель на выходе. Свой же обзор я на этом заканчиваю. Напоминаю, что ссылку на страницу Facebook Armory и официальный магазин я оставляю в описании под видео. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если обзор был вам интересен, и оставляйте ваше мнение о модели в комментарии. Ну и, конечно же, обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я же с вами на этом прощаюсь. Всем пока и до встречи в следующих видео.